Sexy Genius. Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о динамических наушниках стоимостью $69 от компании Saratune. И сразу скажу, что это еще один суббренд от всем нам знакомой компании LED Shure, впрочем, как и Arty. Поэтому не пугайтесь. Приходят наушники в небольшой белой коробке, на лицевой части здесь изображены сами наушники, имеется название этой модели UI01, а тут расположен логотип компании. Ну а здесь указан адрес производителя и находятся технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает всего лишь один динамический драйвер. Чувствительность составляет 101 дБ, и они получили импеданс 9 Ом. Поэтому на раскачку эти наушники довольно легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Наушники. Мануал по использованию наушников. Сертификат качества и карточка с послепродажным обслуживанием. Хороший фирменный кейс с логотипом компании. Кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 джек. Два набора силиконовых амбушюр. Наушники имеют довольно необычную форму, выполнены полностью из металла и в моем случае имеют серебристую расцветку, но вы также можете приобрести в черной, если она вам нравится больше. На лицевой части здесь имеется небольшой зеленый логотип компании и вот такие треугольные прорези, защищенные металлической сеточкой. Неплохо так смотрится, да? Ну а тут расположен стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а на внутренней части находится единственный отверстие для компенсации и надпись Saratune UI01. И рядом тут есть небольшая маркировка канала, правый или левый. Ну а звуковод тут хорош, оптимален по длине и ширине с небольшим бортиком для лучшей фиксации амбушюр и защитной сеточкой. Ну и конечно стоит похвалить посадку, так как сидят эти наушники в ушах действительно отлично. Использовал я их вот с этими комплектными амбушюрами и проблем никаких не испытал. Забудьте тут про драйвер Flex и эффект вакуума, так как все тут выполнено грамотно и правильно, что в целом было ожидаемо для этого производителя. Ну а кабель комплектный я не менял. Использовал стоковый вариант, он легкий, удобный и особо не путается. И свою функцию он выполняет отлично. Ну а если он вам не понравится, то поменять его это не проблема. Ну а приобрести эти наушники вы сможете в официальном магазине компании Arty на AliExpress, и здесь же можно дополнительно ознакомиться со всей необходимой информацией по этому продукту и выбрать версию кабеля с Type-C микрофоном или с обычным 3,5 штекером и черный или серебристый вариант наушников. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат наушники Saratune UI01. Вот так выглядит их график частотной характеристики, и сразу скажу, что эти наушники получили очень теплое и басовитое звучание. Подача тут в меру расслабленная и спокойная, и точно не яркая. Они имеют усиление низких частот на 10 дБ с очень плавным переходом на средние частоты, а акцент на верхней середине здесь выполнен почти четко по моему новому обновленному таргету, что я очень одобряю. Поэтому эта область не утомляет и не доставляет мне дискомфорта при длительном прослушивании. И учитывая, что тут используется всего лишь один динамический драйвер, высокие частоты по продолжительности тут вполне хороши. Хоть и, понятное дело, не рекордные. И думаю, насколько вообще возможно было их протянуть в рамках возможностей этого динамического излучателя, тут это сделали. И уже после 15 кГц их плавно отвели на задний план. Причем заметьте, что тут нету никаких дополнительных пиков для подчеркивания тарелочек и усиления резкости и прозрачности в этом диапазоне. Наоборот же, если вы обратите внимание, то их даже хорошенько тут так пригладили. Поэтому эти наушники точно не находятся на светлой стороне. И давайте разберем звучание по порядку.
Низкие частоты в этих наушниках очень даже хороши, они увесистые, есть и хорошо прослушиваемая глубина саббаса и очень даже выделенная плотность и ударность мидбаса. Кик в электронных жанрах звучит плотненько и ударно, да и прозрачность и текстурность басовых нот тут вполне неплохая. Но единственное, что я бы все-таки хотел тут получить, это более выделенную атаку. Все-таки бас тут немного звучит расслабленно на удар, и он, так скажем, воспринимается немного неторопливым и менее навязчивым. Я бы чуть хотел выделить его начальную атаку и добавить вот той самой более буйной хлесткости, и было бы просто замечательно. А вот серединка тут точно понравится всем любителям нейтральной и спокойной подачи, без излишней добавочной резкости, агрессии и энергии, так как область верхней середины здесь находится в паритете с басом. Поэтому все звучит на слух очень сбалансированно, аккуратно, с мягким подчеркиванием атаки у инструментов и переходных процессов у барабанов. И в целом подача тут получилась крайне теплая, с увесистой нижней серединой, за счет чего мощные перегруженные гитары, рояль, струнные тут прям хороши, и тембры их очень даже правильные. Но на свой вкус я бы хотел тут получить чуть больше прозрачности и вот этой знакомой всем нам открытости и воздушности в звучании. И как хороший пример я могу смело выделить Keyfine Delci, Angel Years Edition и Singat EW300. Вот там этот диапазон был прям хорош. Но, конечно, да, звучали они поэнергичнее и подрайвовее, а тут вам просто вот такая аккуратная и тепленькая подача. Но я уверен, что любители такой сбалансированной тональности хорошо ее оценят. А вот высокие частоты тут подаются как очень плавные, с небольшой мягкостью и даже некой аналоговостью в этом диапазоне, и тут совершенно нет никакой яркости, светлости и сибилянтов, да и явной техничностью и аналитикой эти ушки нас точно не балуют. Детальность тут неплохая, микронюансы более-менее хорошо прослушиваются, и это именно тот случай, когда наушники просто буквально прячут различные недостатки в композициях и никак не вытягивают и не акцентируют ваше внимание на этом при их прослушивании. Поэтому здесь мы просто имеем очень музыкальную, нейтральную подачу с аккуратным подчеркиванием тарелочек и перкуссий, и на этих наушниках можно даже смело слушать далеко не идеально сведенные и записанные музыкальные композиции. И вам не нужно бояться, что они чего-то там излишне подчеркнут и вам захочется их выключить. Поэтому не волнуйтесь, с ними такого точно не будет. И как по мне, для более тяжелых и быстрых жанров лучше рассматривать более техничные и быстрые наушники. Благо такие в моих обзорах тоже частенько встречаются. Поэтому думаю, каждый найдет, что ему больше по душе. А вывод у меня получился таков. Saratune V01 это вполне уверенно зашедшие на рынок бюджетные динамические наушники, предлагающие хорошее качество сборки, приятный внешний вид и очень теплую подачу с достаточно мощным басом. И, наверное, они сейчас будут идеальным выбором для тех, кому надоели яркие и энергичные по подаче наушники. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius, всем пока.